Достоверно неизвестно, сколько на самом деле в Беларуси заключенных. Вот это вот закрытая система, и это вот такой вот, контингент людей. Ну, не повезло тебе, тебя вшибли вот в этот спецконтингент. Ну, и мне кажется, ты будешь сидеть постоянно. По оценкам правозащитников, прямо сейчас за решеткой находится больше 32 тысяч человек. На содержание каждого из них государство тратит больше 1000 рублей ежемесячно. Как говорят менты, то, что вы не сидите, это не ваша заслуга, это наша недоработка. Я раньше смеялся над этим, мне было очень смешно. Пока не зашел внутрь этой системы, пока не понял, что это же не шутка, это на самом деле так. И вот он вышел, и вот вся зона стоит, и он по плацу прям гуляет такой: если вы думаете, что вы тут жалобы будете писать там туда-сюда, то вы заблуждаетесь. В этой колонии не, Лукашенко, не какой-то там хуй, там начальник, а здесь для вас начальник я. Государственная система, которая построена еще из пенитенциарной системы, она заинтересована в том, чтобы ее кормить, чтобы больше было сотрудников, чтобы они сохраняли свои рабочие места. За последние 30 лет в нашей стране с лишением или ограничением свободы столкнулись около 900 тысяч человек. Это практически каждый 10-й. Мы далеки лет на 100 от момента, когда мы начнем руководствоваться принципом гуманизма. Сегодня из 32 тысяч заключенных не менее 20 тысяч принуждаются к труду. Это делает Департамент исполнения наказаний МВД вторым крупнейшим предприятием по числу работников в стране. И никто не застрахован от того, чтобы стать их новым сотрудником и остаться там навсегда. Есть поговорка: от сумы и тюрьмы не зарекайся. Под сумой подразумевается нищета или моральный упадок, которые могут случиться с человеком независимо от его действий. Поговорка предполагает, что и лишиться свободы может кто угодно, вне зависимости от того, чем он занимается и каких взглядов придерживается. Человека, который освободился из тюрьмы, довольно легко отличить. Это может быть не только короткая стрижка, серый цвет лица, но и характерные повадки, манера общения. Чтобы разобраться, почему система исполнения наказания оставляет такие следы на людях, а не подготавливает их к обычной жизни, мы поговорили с теми, кто получил опыт лишения свободы, и правозащитниками, которые долгое время исследуют эту систему в Беларуси. В принципе, весь перечень деяний, за которые можно лишиться свободы, он сосредоточен в Кодексе об административных правонарушениях, где у нас есть такая санкция, как административный арест, но он достаточно краткосрочный, до 30 суток. Либо же это, где огромный перечень статей, многие из которых предусматривают такой вид наказания, как лишение свободы. Сейчас супер частая штука – это интернет-мошенники. Интернет-аферистам, которые штрафовали людей от имени правоохранителей, грозит до 15 лет лишения свободы. Самая популярная статья для применения лишения свободы в Беларуси – это статья 328 «Распространение наркотиков». На скамье подсудимых 37 человек, они подозревались в распространении наркотиков. Девушка заказала себе с Амазона чай, в котором есть каннабис. Она пришла получать посылку, и ее приняли прямо на почте. 6 лет лишения свободы может грозить и рыбакам в Быховском районе. Браконьеры занимались рыбалкой с помощью запрещенной электроловильной установки. И, конечно же, сейчас супермассовая штука – это налоги. Бывший владелец мотовела приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. И, естественно, самые, массовые, если в массовости посмотреть, это, конечно, взяточники. 7,5 лет лишения свободы получил за взятку бывший директор Минского лесхоза. Накануне Фемида огласила свой вердикт. В Беларуси очень много приговоров, связанных с лишением свободы. Да, это так. Самое первое, с чем сталкивается вновь прибывший арестант, это, конечно, в РОВД находится несколько камер, которые называются обезьянники.
То, что в народе называется обезьянник, это комната для задержанных. Она, как правило, предназначена для очень кратковременного содержания людей, которые задержаны, и они могут находиться там не более 12 часов. 2 на 2 метра такие, с такими приступочками для того, чтобы можно было половину жопы туда как бы поместить. Не скамейки даже, а они к стене приварены там. Те, кто там бывал и вообще видел такие места, может смело сказать, что они не приспособлены вообще для длительного, даже более нескольких часов нахождения там. Если человек задержан, помещен в такую комнату, то по истечении 12 часов он должен быть либо отпущен домой, либо перевезен в изолятор временного содержания. То есть то место, которое уже оборудовано постельным местом для гигиены, туалетом и так далее. Я був у Гродно, це ізолятор часового утримання при Раусі Костянтинівського району города Гродно. Ну, хто був на сутках так званих, ведає, як це виглядає. Камера Гродненська, вот это наша, которая была уже зроблена під слідчу камеру в ізоляторі часового утримання, то вона була доволі велика, тому що там вона ще була не до кінця перероблена, і у старі часи не було наров, а були просто дошки. Був такий настил древляний. Тому ось ця камера, вона була доволі широка, я так думаю, десь 2,5-3 на метрів 5, ну, я думаю, може навіть коліні 6, тому що був широкий настил, щоб можна було шмат людей покласти. Але вже на цьому настилі були зроблені нари. Тут справа був рукомийник, з лівого боку був так прибиральня, так званий толчок, по центру стол, в окна з решками, як кажуть, з кратами. Там знаходяться люди, які чекають депорту, наприклад, є камери спеціальні, тому що Гродно ж при межі. И там есть процессуальная норма, я не веду якая, что покуда не высветляют твой статус, тебя могут утримывать до 10 дён. Изолятор временного содержания – это такое место, куда попадают задержанные до того, как будет применена к ним мера пресечения. Как правило, это 72 часа, либо по определенным преступлениям это до 10 суток. То есть за это время следователь с санкцией прокурора должен принять постановление о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, после чего человек едет в следственный изолятор. Держать обвиняемого под стражей до суда – это крайняя мера. Чтобы стать преступником, человек должен быть признан судом виновным в совершении преступления. Это означает, что должно быть проведено расследование, собраны доказательства и вынесен приговор. За 2023 год в Беларуси были осуждены почти 34 тысячи человек, а оправдательных приговоров вынесено 47. Чтобы сторона обвинения смогла достичь таких показателей, вместо выхода под залог или подписку о невыезде почти всегда человека помещают в СИЗО. Возможности давления в СИЗО напрямую связаны с тем, что шансов быть оправданным всего лишь 0,1%, то есть 1 к 1000. Так, у тебя сколько было задержано? 2. 2. Они все сутки им определены? Да, 5 и 7 суток. 5 и 7. Так, меня, официально меня не затрымали в той момент. Официально мне говорили, что я не обвинувачиваюсь ни по водному артикулу, что со мной хочуць просто поразмаўляць, рэчы з собой не трэба браць, і што гэта размова на пару гадзін, і я приеду додому. У Сезана Володарскага я пробыла прикладно год. Меня пригласили в КГБ. Сначала говорили о том, что не собираются меня задерживать, но ближе к часу ночи ситуация изменилась, и вот наверное, в 3:30 утра меня привели в камеру в СИЗО КГБ. Открылась такая тяжелая, грязная, такая очень древняя дверь. Как сейчас помню, по-моему, это была камера номер 9. Если вы закроете глаза и представите, как вы ходите в камеру СИЗО на Володарке, они, конечно, все разные. Вот в моем случае это было так. Слева оказывается такая закрытая шторочкой домашняя зона, где находится унитаз, умывальник, зеркало, какая-то большая такая бадья. Наверное, высота, может быть, 3,5 метра в этой камере. В эту комнату влазит человек 8, по площади она может быть 16 метров. Прямо по центру, по ходу, у тебя достаточно большой стол с 2 лавками.
Ну и, конечно же, окно есть с решетками, с такими пластинами. Туды вельмі мало сонечнага святла прибіваецца, і агулам узімку вельмі прадувае вокны, то бок там дзіркі такія маштабныя, скажем так. Нет, всевозможные колющие мелочи. Вообще есть целый широкий напласт чего много, а вот остальное нет. Поэтому все предметы металлические, которые находятся в камере, жестко закреплены. В данном случае табурет приварен, стол вмурован в бетонный пол, кровати, соответственно, тоже приварены. В каждой камере радиоточка, окно закрыто металлической решеткой с целью недопущения доступа спецконтингента к окну. За стеклянным окном расположена решетка и дополнительные так называемые реснички. У камеры СІЗА, коли ти знаходишся, так само там є правила внутрішнього розпорядку. Так з раніці ти підіймаєшся о 6-й годині з пригожим гімном. Хто не підіймається, тому допомагає ламот, б'ють просто у тормоза. Сразу после подъема разносят завтрак, то есть стучат в металлическую дверь, маленькая часть закрытой двери, и через нее сначала передается хлеб не очень хорошего качества, потом передается какая-то еда, кашка, чай на все вот эти вот 8 человек. Потом примерно в 8 часов утра происходит так называемый обход. Каждый день происходит обход. Это означает, что ответственный офицер вместе с каким-нибудь своим сопровождающим обходит каждую камеру. В каждой камере люди должны построиться за определенные линии. Плюс у нас, наскільки я, коли сидів у Витебску, 2 рази мінімум на тиждень був так званий шмон, приходили всю хату переворачували. Ось. Хоч це було вельми дивно, ми сидимо на місці, не зміняється кількість людей, всі те саме, але ось 2 рази на тиждень стандартно був шмон. Не веду чому. От так само така процедура, лишу більше, щоб тебе принизити, щоб тобі життя малина не подавалося, щоб ти все ж таки розумів, що ти вже, я ще не в тюрмі, але вже одной ногой там. Есть обязательно прогулка. Это означает, что примерно на 40 минут выходят все, кто находится в камере в обязательном порядке. Их, естественно, аккуратненько шмонают. И потом длинными коридорами в Володарке ведут в так называемые дворики. Очень узкое пространство, где вот в нашей камере было 8 человек. Но все, что ты можешь, это гулять по кругу. Иногда это фактически практически вот гуськом друг за другом, иногда чуть пошире пространство. И, в общем, люди обычно, поскольку атрофируются мышцы от постоянного сидения, естественно, люди пытаются как можно больше за это время находить кругов, потому что бегать нельзя. Контакт з адміністрацыяй, ён складаны тым, што, зразумела, што ім спускаюць загады зверху, каб яны стваралі для палітычных максімальна не комфортные умовы. Спокойно могут тебя закинуть у камеру, где будут сидеть люди низкого социального статуса, якіх не будзе магчымасці памыцца, тому что у них просто няма сродкаў гігіены, у якіх будуць вшы і блохи і что заўгодна. Слушай, Гратыш. Доброе утро, Александр Николаевич. Желаю, Николаевич. Александр Николаевич, подскажите по условиям содержания Буката. Матрас дополнительный затребовал, сейчас дадим, чтобы были все комфортные условия. Или не надо? Или забрать то, что есть? Задача. Александр Николаевич, условия содержания должны быть отличные, только повернуть на 180 градусов. Полностью на 180 градусов, соседи у него должны быть ароматные. Такие есть там у него. Вот. Поэтому условия должны быть самые качественные, но на 180 градусов. Все, принял. Информацию понял. Добро. Спасибо. Понимаете, какая хрень? В нашем законодательстве написано, что людей в СИЗО можно содержать 2 месяца. И за эти 2 месяца должно быть расследовано дело. И поэтому вот эти убогие условия, они должны действовать для очень ограниченного круга лиц, которые иначе кого-нибудь убьют. У нас же практика заключения в СИЗО работает в 90% случаев. Легче человека закрыть на год, на 1,5, в некоторых случаях на 3 до суда, чем иметь дело с тем, что он где-то сидит, а я его вызываю на следствие. Когда меня вызвал следователь, чтобы я ознакомился с делом, я совершенно не был не готов к тому, что он мне скажет, после того, как я уже его прочту, сказал, да, я прочел. Он говорит, отлично, Геннадий Михайлович, а с сегодняшнего момента мы вам меняем меру пресечения на заключение под стражу. Меня прямо в кабинете следователя зашли специальные люди, надели наручники и увезли на Окрестино. Мера пресечения в виде заключения под стражу
Это самая жесткая мера, но в то же время для сотрудников правоохранительных органов это самая эффективная мера. Почему? Потому что когда ты имеешь доступ к обвиняемому постоянный, он отрезан от внешнего мира, ты можешь оказывать на него давление, склонять к признанию вины, к оговору других людей, получению информации и всему чему угодно. Поэтому, конечно же, как следователь, который заинтересован в быстром и эффективном, с его точки зрения, раскрытии уголовного дела, они заинтересованы, чтобы этот человек находился в СИЗО. Дело у меня было очень простое, и его можно было закрыть, там, условно, за месяц. Ну, судьи не торопились, поэтому я просидел на Володарке около 2 лет. Ты прочинаешься ранком, а небо няма. Ты выходишь с дому, а дороги няма. Ты вдыхаешь на полные груди, а поветра няма. Ёсть турма. Ну, это, знаешь, это 2003 год, это 22 года мне было. Вот я столкнулся с этой системой. Да, сейчас вспоминать это прикольно. Ну, меня задержали за наркотики, за марихуану, там, в общем, начали делать дело, осудили меня к 5 годам, вот, и я поехал в Бобруйск, вот это вот первая моя колония Бобруйская. Первое такое твое испытание – это стрижка. Вот, тебя стригут, в общем, машинкой. И как бы потом такие предлагают за собой брать. Ну, если ты взялся там за веник, там подмел за собой, ну, как бы ты, как бы, ну, все, короче. То есть ты там уже в блатной жизни не пойдешь. Ну, а если ты этого не сделал, короче, тогда уже к тебе со стороны, то есть там администрации начинаются какие-то там вопросы. А почему ты, то есть там, знаешь, не сделал этого? А то, а сё, короче. Обратно же вот эти наряды тебе дают, то есть там идти в столовку, то есть за едой. Убирать в локальном участке. Но если ты там, например, не взял эту метелку, то с тобой, то есть тебя будут уже конкретно, то есть контролировать. Хочешь ты нести эти баки, не хочешь нести эти баки. Не хочешь нести баки, хорошо, значит, весь не будет карантин кушать. Ну и все, и там уже со стороны карантина, знаешь, там люди начинают ходить, ну, то есть вот так вот на тебя давят коллективом, там, ну, тебе подходят, начинают, что ты там, иди за баком, мы там голодные, короче, то есть, ну, понимаешь. И все, убегал с карантина, то есть к смотрящему побежал, то есть там, а что здесь вообще творится, что это у вас за зона, там, баки, мне говорят, не ссы, все нормально, там, поднимешься в зону, здесь все классно. Эмоционально человек, который из СИЗО попадает в колонию, ощущает, что его фактически освободили. Потому что из каменного мешка, в котором, ну, ты мужчина, ты этого держишь, но из каменного мешка, в котором ты провел, в моем случае, там, 22,5 месяца, ты вдруг оказываешься в состоянии, что вот небо, вот солнце, вот деревья. Ты входишь в колонию, вот стадион. И это очень удивляет. Колония ИК-3 отличается от всех других тем, что там свежий воздух и там есть зелень. Потому что я знаю, что в колонии Новополоцк условия, где находится Бабарейка, условия значительно более жесткие. Долгое время, правда, Витьба считалась одной из... Витьба, потому что это в поселке Витьба. Там рядом делают вафельки. Витьба хорошо обустроена. В том числе потому, что там сидели белые воротнички. Нормально ли это? Нет, потому что система должна быть, в принципе, одинаковой. Есть те, куда хотят очень попасть люди, потому что там, в принципе, понимающая администрация и так далее. То есть там можно как-то договориться, скажем так, негласно. Это не согласно закону. Вообще, если так вот именно в 2 словах конкретно сказать, то есть черная зона – это колония, в которой все контролируется, ну, братвой и, ну, преступным миром. Как-то люди сами вот жили, да, все вот это там творилось, короче, то есть там менты, то есть особо на это внимание не обращали. Ну, делайте, что хотите, только там через запретку там не ломитесь и друг друга не режьте. Ну, понимаешь, то есть и в зоне были и телефоны, там, и кому-то надо наркотики, то есть, в принципе, был по зоне свободное перемещение, мог себе позволить там с одного отряда пойти в другой, то есть, знаешь, там.
А красная – это уже такая колония, в которой все контролируется конкретно, то есть мусорами и козлами. То есть, ну, мусорами, то есть козлы – это так. Это, грубо говоря, ничего без ведома ментов, то есть ну, ничего не происходит. То есть все они контролируют, абсолютно все. То есть. Самая типичная и сложная колония – это волчьи норы в Ацевичах, потому что там содержатся те, кого осуждают и осуждали по 328 за распространение наркотиков и так далее. И там очень плохие условия до такой степени, что в самый пик там негде было людям жить, они жили в больших палатках. У отрядника лежит табель, все поименно люди, которые находятся, и везде помечено, кто ты. Петух, там, мужик с бумагами, без бумаг, короче, кто-то там еще, то есть, ну, понимаешь, то есть в тюрьмах есть именно петушиные хаты. Ну, менты это все понимают, они это все знают, они это все поддерживают. Что значит петух? Нет, петух далеко, это не тот человек, который, то есть, насилует или там, который занимается сексом, то есть, там, ну, с другими заключенными, то есть, это просто статус такой. И у него нельзя ничего брать, и как бы, ну, с ним там особо контачить нельзя. Просто он как бы вот их в сторону отсаживает, то есть. И это по разным причинам. То есть за какие-то там любовные, то есть там мог рассказать кому-то какие-то свои подробности своей там половой жизни там, со своей девушкой, и то есть за это уже можно поехать в гарем. Бычок можно там поднять где-то, то есть там, и тебя никто насиловать не будет, ты просто будешь вот так, ты будешь жить с петухами, и все. Большая проблема – это то, что то питание, которое там предоставляется, оно большое. Нет человека, который бы помер в колонии от нехватки еды. Слава богу, так называемый положняк – это как бы много каши, много животного жира. Но это с точки зрения, если померить норм по там, витаминам, ну, это 1/10 того, что надо. И человек долгие годы, питающийся вот таким узконаправленным животно-жировым и углеводистым питанием, он, естественно, зарабатывает себе хронические заболевания, от которых его не лечат в этой же медицинской части. Коли починаються проблеми зі здоров'ям, тоді починаються велізарна невирішеність, тому що ти пишеш заяви, викликаєш лікаря, лікар може бути зайнятий, і потім він приходить раз в день, раз два, у мене кажуть, тут вас ти не один, у мене тут ще шмат людей, а лікар може бути не лікарем, а фельдшером, у которого вельми низька адукація, який може максимум, щоб ніяку таблетку дати. Калі магчымасці няма атрымаць дапамогу ад бацькоў, заўсёды як бы можна звярнуцца да медычнага пункту, але там люди працуюць збольшага, якія не хочуць дапамагаць не толькі палітзняволеным, а просто агулам людзям, якія знаходзяцца ў турме, і аказваюць дапамогу ў выглядзе там ібупрофена, анальгіна, что-нибудь, каб просто их не чапали. В Володарке помереть можешь. И ты очень даже можешь помереть от нехватки медицинской помощи в колонии. Самый простой пример. Если ты осужденный, который ни с кем ни о чем не договорился, то с зубной болью тебя примут через 3 месяца. Как лечить? А вообще никак. Ну ладно, дадут тебе, может быть, таблетку анальгина, 1 на день. И все. По закону, по правилам, там 3 раза в неделю должен на пару часов приезжать врач из Витебской больницы. Но ему тоже это нахер не упало. И, соответственно, он приезжает 1 раз в неделю, например. И, соответственно, люди как бы, в лучшем случае сами себе зубы вырвут, если смогут. Дальше очень личное, но начальник медицинской части по-человечески просто сволочь. То есть он просто относится как бы к осужденным, как, к скоту. У нашего было отрядника погремуха колбаса. Знаешь почему? Короче, он спиздил колбасы у зэков, пришел в тумбочке, там весь отряд где-то был вот в клубе, да, он что-то пришел с тумбочки и пизданул, короче, кусок колбасы. Ну, и там сидел все бутерброды, блядь, из нее его вот спалили, ему приклеили такую вот погремуху колбаса. Ну, в принципе, да. Нормальная домашняя тушеная картошка с мясом. Такие тещи готовят всегда. Если хорошо себя ведут, тоже разрешают попробовать. Да, вкусно. Это нормальная еда. Мне кажется, что содержание очень хорошее. И, конечно, питание на высшем уровне, просто как в ресторане. Вот что одинаковое во всех колониях, так это штрафные изоляторы и помещения камерного типа, так называемые ПКТ, которые
одинаково устроены и одинаково устроены плохо. Штрафной изолятор – это отдельное помещение, да, отдельные комнаты, камеры, которые используются как место для исполнения, так сказать, дисциплинарного наказания. Туда помещаются люди до 10 суток. Я 2 раза заходил в ШИЗО, и, конечно, буду помнить до конца жизни. То есть я 2 просидел и готов был уже там, ну, уровень отчаяния был просто зашкаливал. То есть там очень тяжело. Железная нара поднимается в 6 утра, она на цепях спускается в 22 часа. В 6 утра поднимается, и ты просто 1 на 1. Дырки в окнах, железные нары, ну, такое себе створало. Специфичное вражение, уличиваючи, что ты сидишь без ваты, ты не можешь сидеть на, скажем так, на мягким, у тебя зранится забирают, вечер только выдают. Грязный умывальник, и там же как бы и отхожее место, то есть очень все депрессивно. Нема сувязі, нема магчимості писати листи, нема магчимості атрымліваць нейкія перадачы, нема пасцельнай белізны. У тебя с рэчаў ёсць толькі самыя неабходныя рэчы, гэта там па сутнасці папера, шчотка, паста, мыло, ну вось такія базавыя рэчы, больш нічога. Сидишь в своих думках и слухаешь Белорусская Рада, Перший канал, як все добро в нашей краине. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты, надежда. Мой компас земной, а удача награда за смелость, а песня довольно той, чтобы только доли не пелось. Когда я приехал в колонию, у нас существовал отдельный отряд, так называемый отряд 2.11, где собрали всех людей, которые были осуждены по антинаркотическим статьям. Они ходили с отдельными зелененькими бирками, и у них были совершенно отдельные условия, как минимум труда, ну и целиком жизни. То есть им давали меньше свиданий, меньше звонков, меньше передач. Но самое главное, для них надо создать невыносимые условия в местах отбывания этих сроков. И установлен такой режим, чтобы они, сидя в этой колонии, я прямо скажу, смерти просили. У нас было 2 отряда наркоманов только по наркотическим статьям, где люди сидели. Вот мы все там зелеными бирками были, к нам было особое отношение. То есть это не особый контроль, это было особое отношение. Но на моих глазах активность матерей 328 привела к тому, что эта практика была разрушена, с них сняли зеленые бирки и распределили по остальным отрядам. То есть они стали жить по правилам, которые установлены в принципе для любого осужденного, которыми они являются, не отличаются от других осужденных. Но появилась, конечно, у нас новая каста, это те самые политзаключенные. На моей памяти их не собирали в отдельный отряд, им вешали, конечно, желтые бирки. Когда ты політичний заїжджаєш, у тебя одразу желтая бирка. Я приезжаю на химию, мне одразу желтая бирка. Я кажу, слухайте, я ще ничего не поспел порушить, не поспел себя проявить как схильный до экстремистской деятельности. Мне кажется, у нас уже вот в паперах есть. Паперы переслали с суда, что ты такий экстремист. Зразумела, што ім спускаюць загады зверху, каб яны стваралі для палітычных максімальна не комфортныя умовы. І яны гэта робяць з радасцю некаторыя як бы не зусім, а некаторыя спрабуюць увогуле не рабіць нічога. Но такіх меншасць. А тых, хто робіць гэта з радасцю, гэта моцна ўплывае на стан людзей. Вользе Маёравай, асуджанай паводле справы Аўтуховіча, не перадаюць грашовых пераводаў і лістоў ад сына. Пра гэта піша выданне Гродна.Лайф. У гэтай жа калоніі адбывае пакаранне Марыя Калеснікава. Падчас адбывання пакарання палітзняволеная перанесла аперацыю ў сувязі з прабадной язвай і перытонітам. Яе на пэўны час пераводзілі ў гомельскую больницу хуткай дапамогі. Машу видел адвокат, да, действительно, последний раз, когда кто-то из близких, да, или доверенных лиц, кто видел Машу, это был адвокат в феврале 23 года, то есть более года тому назад. Нам не подтверждают, что она находится, где она, да, именно в каких условиях она содержится в колонии. То есть за этот год получилось узнать, что Маша не находится больше в отряде, она находится в ПКТ, помещение камерного типа. Одна в камере, больше года.
изолированная от других заключенных и изолированная от всего вообще внешнего мира. Спробы зрабіць вось той самы стан інкамунікада, тады гэта толькі было ў нейкім зачаткавым стане, а стан інкамунікада, то бок абрэзаць все магчымыя лініі інфармацыі да цябе, і лісты, і спатканні, і каб людзі, якія выходзілі, таксама не маглі пра цябе распавесці. Ну, карацей, максімальна чалавека ізаляваць інфармацыйна. Положено было, насколько я помню, 4 краткосрочных свидания в год по 4 часа. И причем это могут быть свидания с несколькими членами семьи. И долгосрочные свидания до 3 свиданий в год, до 3 дней вместе. Маше так ни разу не предоставили такое свидание. Было одно краткосрочное свидание на 4 часа с нашим папой за весь 22 год. Было вельмі складана сидзець без лістоў, тому што лісты ўжо для некаторых людзей максімальна памяншалі колькасць, і там прыходзіла за месяц 4 ліста, напрыклад. Хаця там паралельна людзям ты бачыш, як прыходзяць 10-15, да, за месяц некаторым прыходзяць кожны тыдзень по 10-15, і тебе передаюць, што тебе пишуць, а як бы лісты тебе не аддаюць. Мы действительно дошли до той степени, когда мы можем говорить об исчезновении, потому что у нас нет подтверждения о том, где находится Маша. На самом деле, вот даже сейчас, да, я не могу сказать, жива ли она. Ну, не было так, чтобы человек был, с которым не было связи там по месяцу сначала даже. А теперь у нас годы. И на самом деле есть люди, которые мы не знаем, живы они или нет. Нужно понять, что так может быть не только с политическими заключенными, а с любым заключенным. Если система захочет тебя изолировать, она тебя изолирует. Сам факт того, что ты лишен свободы, это уже наказание. Сама человеческая свобода – это настолько высокая ценность, что ее отсутствие – это уже плохо. Дополнительно не нужно создавать себе отсутствие матрасов, отсутствие нормального туалета, там, отсутствие возможности принять душ, отсутствие возможности выйти на ежедневную прогулку, отвратительная еда, отсутствие возможности посетить стоматолога, когда у тебя выпадают зубы. К сожалению, ни система, да, ни зачастую сами граждане Беларуси этого не понимают. Несколько лет назад, когда в интернете были опубликованы фото из камеры Брейвика, из норвежской тюрьмы, люди недоумевали, как такой злостный убийца может содержаться в таких условиях. Так вот, я думаю, что каждый сегодня должен понимать, что в Беларуси в тюрьме может оказаться любой человек, да, не обязательно быть преступником. Поэтому нужно понимать, что те условия, которые там созданы, да, они являются пыточными. Так быть не должно. Человек должен иметь право на общение, получение корреспонденции, общение с адвокатом. Конечно, лишение свободы – это не курорт. Но давайте заглянем в историю, чтобы лучше понять, что происходит за забором, отделяющим свободу от несвободы. Во времена Всеслава-чародея тюрьма выглядела как пору. Сооружение без дверей, построенное вокруг заключенного. 14 месяцев в таком месте провел и сам Всеслав-чародей до того, как вернулся на престол. К XIX веку в большинстве европейских стран прошли тюремные реформы. Их суть описал философ Мишель Фуко в 1975 году. В начале XIX века исчезает грандиозное зрелище физического наказания. Избегают казнимого тела. Наказание постепенно перестает быть театром и становится наиболее скрытой частью уголовной процедуры. Были введены четкие кодексы и правила судов. Наказания начинают в большей степени носить исправительный характер. Сроки заключения больше зависят от тяжести преступления. Отменяются публичные казни и пытки. Фуко объясняет мотивацию так. Казнь иногда превосходила в варварстве само преступление. Она приучала зрителей к жестокости, тогда как должна была отучать от нее. Это приравнивало палача к преступнику, а судей к убийцам. А дальше Первая мировая война, революция, создание Союза Советских Социалистических Республик. Уже с 1919 года система наказаний начинает противоречить идеям исправления и гуманности. Позже эту систему назовут ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей.
По оценкам историков, через них прошло до 20 миллионов человек, 2 миллиона из которых погибли. Эта система достигла своего апогея при Сталине. Значительную часть узников составляли невинные люди, которые могли попасть в лагеря по доносу, по национальному признаку или вовсе без причины. За что сижу, по совести не знаю. Но прокуроры, видимо, правы. И вот сижу я в Таруханском крае, где при царе бывали в ссылке вы. Принудительный труд заключенных использовался в каждом 10-м проекте капитального строительства. Также заключенные добывали все золото, около 70% олова и 33% никеля. Живите 1000 лет, товарищ Сталин. И как бы трудно не было бы мне, я знаю, будет больше чугуна и стали на душу населения в стране. И эта история страшна не только тем, что с высокой вероятностью могла задеть вашу семью, но и тем, что наследие советской системы существенно сохранилось в современной Беларуси. Одна из основных задач пенитенциарных учреждений – исправление. В этом деле, как говорят специалисты, большую роль играет именно занятость и труд. Практически все заключенные задействованы в производстве. ВК номер 20, оно основывается на металлообработке и деревообработке. Можно работать и в котельной. В каждой тюрьме есть производство. При каждом каком-то там химии есть какой-то совхоз, понимаешь? Кто-то должен там работать. Только с начала этого года в колониях стали выпускать 270 новых видов продукции, начиная от расфасовки древесного угля и заканчивая мебелью для дома и офисов. Какие-то отряды занимаются швейкой, какие-то занимаются обувкой, какие-то отряды занимаются деревообработкой. Вот я в начале, первые несколько месяцев, когда зашел, я работал на швейном производстве, а потом ушел на деревообработку. Добросовестная работа – их общий интерес. За такое могут и наказание смягчить. Вот и сейчас срочный заказ по пошиву фуражек. За 8 часов нужно сделать 50 штук. Стараются успеть. Работа у жаночай калоніі К4 гэта збольшага швейная фабрика, там дзе падрыхтоўваюць швачак, якія могуць шыць форму для сілавых структур розных, ад Міністэрства ўнутраных спраў да Міністэрства обороны. А что конкретно я шила? Да. И знали ли вы, для кого вообще вы шьете? Конкретно я знала, да. Это была военная форма. Даже на саму колонию мы шили одежду. Есть законодательно установленная норма минимальной оплаты труда в стране. То есть каждый человек, который работает, на тот момент должен был получать около 250 рублей. Естественно, никто такой, ни один человек в колонии такой зарплаты не получает, независимо от того, как он работает. Я уверен, что бухгалтерия внутри колонии начисляет эту зарплату, а потом как бы списывает на разные нужды проживания этих самых осужденных, в общем-то, без его ведома. А зэки, понимаешь, зэкам не платят бабки вообще. То есть, им вот, дают там сигаретки кому-то вообще, то есть там реально какие-то смехопанорамы, там 5 пачек сигарет, и 2 контейнера чая, да, дали, то есть в месяц, и все. А он там эти доски, месяц тягает. И доволен, потому что другого, как-то у него подкрепа нету. Эти сигареты и чай, собираются с отрядов, как коммуналка, там, типа, вот такая вот ситуация. И то есть единицы только получают, то есть вот какую-то денежную заработную плату. Но эта денежная заработная плата там в районе 100 рублей, это вот потолок, если ты там просто пашешь. Ты не пашешь, ты какой-то козел, такой около легавый. Сидишь, вот. А так все там, вот эти бабки. Люди там по картам попадают в долги, идут там к завхозу, говорят: завхоз, мне надо сигареты. Завхоз дает ему сигареты, он там звонит жене, там: дорогая, сделай туда-то перевод. Жена делает туда перевод, он с этого перевода часть отдает легавому. Вот. В 2 словах система, понимаешь? И получается, ты можешь работать 2 недели подряд, потом у тебя будет 1 выходной, и ты будешь опять работать 2 недели подряд. И за это ты получишь там
20-30 рублей. Ну, это рабский труд, это ненормально. То, что у тебя матрас, скажем так, не такий фирмовый, то, что у тебя нема ремонту, то, что у тебя, скажем так, за окнами не надто пригожий краявід, гэта не основная проблема. Основная проблема – это чисто ставление людей, супрацоўнікаў адміністрацыі. Постоянные крики, бывает, что физично могут кинуть что-нибудь у голову. Нервные взрывы я бачила так само на фабриці постоянные, просто люди знаходятся у постоянного таком напружении и прессингу с боку людей из бригады. Вот этот трудовой кодекс, он даже не соблюдается, то есть там, ну, никаким, и техники безопасности, то есть там не соблюдаются. То есть, ну, понимаешь, у людей конечности отрезаются там чуть ли не каждый день. Люди работают в антисанитарных условиях, и, в принципе, если посмотреть внимательно, то, в принципе, это надо закрывать. То есть это не может работать по санитарным нормам. Мне кажется, такой вот вишенка на торте во всем этом ужасе, да, во всей этой репрессивной системе, это факт того, что ты никак не можешь на это повлиять. Обжалование не ведет абсолютно ни к чему. Коли, например, у меня здаралися ситуации, что я приходил с этим кодексом, сказал, вы порушаете свое же законодавство, мне человек, ну, наместник по вигавачі праці, у його був файний псевдонім Фантомас. Ось. І він гартав і казав, поглядите, тут написано, і інші акти. Я кажу, а де інші акти? Він каже, це наша внутрішня інструкція. Я кажу, і що? Прошу мені предоставити. Він каже, ми не маємо права, тому що це внутрішня інструкція МУС, тому до побачення. То ось так працює білоруське законодавство. Система исполнения наказаний в Беларуси преследует две цели. Да. Первая – это карательная цель, да, это в том числе, когда мы говорим о политических заключенных. И вторая цель – это бесплатная рабочая сила, то есть система трудовых лагерей ГУЛАГ, она, в принципе, осталась такой, какова она есть. Никого не интересует, почему человек стал на этот путь. Да. Если тебя не интересует, почему он стал на этот путь, соответственно, ты не знаешь, как его исправить. Это изначальная система, которая нацелена на то, чтобы посадить человека, и у человека нет никакой защиты. Вы не можете ему ничем помочь, потому что не работает адвокатура, не работает разделение властей, ну, разделение линий. Прокурор должен спорить со следователем, а не с ним сотрудничать. Среди 32 тысяч заключенных есть те, кого обвинили в так называемом дроблении бизнеса, когда крупный бизнес выдают за серию мелких. Это помогает предпринимателям платить меньше налогов или привлекать меньше внимания к их предприятиям. Давайте представим, что все коммерческие организации Департамента исполнения наказаний, основанные на базе исправительных учреждений, это одна компания. То есть уберем то самое дробление бизнеса. Мы обнаружим, что второе место после Евроопта по количеству сотрудников занимает подразделение МВД Департамент исполнения наказаний. Он обгоняет МАЗ, БелАЗ, Беларуськали и ИПАМ. Самый иллюстративный пример, который можно привести, это просто вбить в поиск Гугла Департамент исполнения наказаний РБ. Мы получим ссылку на сайт, который выглядит как онлайн гипермаркет или магазин строительных материалов. То есть ты не получишь никакой информации о том, когда свидание можно получить, сколько передач можно, куда жаловаться, если бьют заключенных. Там этого нет. Там есть только какие виды древообработки делаются, каких инвесторов ищет Департамент исполнения наказаний. Колонии займелі не толькі сайты, але і старонкі ў Instagram, дзе выстаўляюць каталогі са сваёй прадукцыяй. Што уяўляе сабой праца беларускіх вязняў? Якія тавары, зробленыя рукамі палітычных зняволеных, могуць быць нават у вашай хаце? Объем работ на любой вкус. Изготовление всевозможной мебели, пошив одежды и обуви, расфасовка угля и дров, производство павильонов, остановок, контейнеров для мусора, а также межкомнатные двери, тротуарная плитка, запчасти для автомобилей, комбайнов и поездов. Производство огромное, то есть если вот такие бабки вышибают. Ну вот я конкретно за Волковыс говорю, то есть это и, ну, и стеклопакеты, вот эти пластиковые окна, это и мягкая мебель, это огромная деревообрабатывающая структура, это даже янтарь у нас был. Если привозили янтарь, это какая-то литовская, насколько я знаю, там компания, они там открыли свой ЧУП
Вот, и там люди из янтаря там как-то обстругивали, что-то делали, то есть швейка, хуейка, бла-бла-бла-бла-бла, это целый завод. Ну, честно говоря, это целый завод с разнонаправленностью. К примеру, скоро в одном из исправительных учреждений появится новое производство по обработке янтаря. Создает его департамент исполнения наказаний МВД Беларуси вместе с российскими коллегами. Эта система заинтересована в том, чтобы люди работали бесплатно, обогащая государство, включая там начальников колоний, которые участвуют в различных коррупционных схемах, и далее верхушку. И, ну, насколько обратно же, я вот это знаю, то есть, наверное, половина вот этого всего производства она пилила. Я еще не знаю, как происходит, поэтому вот, но пилила она сюда, в Европу. То есть, ну, и я не знаю, как они там эти документы, то есть там оформляли, но ментам, которые, то есть вот при звездах, при званиях, да и просто обычным контролерам в колонии, ну, очень хорошо живется. Они хорошие машины, имеют неплохие дома. Немецкая газета ТАСС и французское издание «Дисклёс» опубликовало результаты масштабного изучения бизнеса IKEA в Беларуси. Журналисты пришли к жуткому выводу. Шведский гигант активно сотрудничал с компаниями, которые использовали труд заключенных. В материале сообщается, что Беларусь до начала войны в Украине была вторым поставщиком древесины для IKEA после Польши. Причем около половины белорусских фирм в течение последних 10 лет имели связи с исправительными колониями. Есть особая статья в Уголовном кодексе злостных нарушителей. Их могут осудить еще по 411 статье и добавить немножко срока. И это может происходить нескончаемо. В Беларуси есть один человек, который сидит больше 20 лет, ему все время накидывают 411. Сама по себе статья, да, то есть само по себе ее наличие в Уголовном кодексе, оно противоречит вообще принципам права, поскольку оно нарушает принцип не быть наказанным дважды за одно и то же деяние, потому что человек, который наказывается по 411 статье Уголовного кодекса, уже понес наказание за эти дисциплинарные проступки либо нахождением в ШИЗО, либо в ПКТ. Мы видим те нарушения, которые якобы приписываются заключенным, но это, безусловно, просто бред, да, то есть это незаправленная постель, это не застегнутая пуговица, это не бритость, то есть это какие-то мелочи, которые просто придирки, которые невозможно оспорить, и поскольку суды, как правило, проходят на территории непосредственно этих исправительных учреждений, доступ к публике, скажем, ограничен, доступ к защите, а в условиях, например, тотального такого уничтожения независимой адвокатуры в Беларуси как таковой, да, вообще право на защиту ставится под сомнение. В принципе, это дает возможность администрации учреждения бесконечно продлевать срок заключения. Я бы сказала, что это связано с тем, что государственная система, которая построена еще из пенитенциарной системы, она заинтересована в том, чтобы ее кормить. Вот. Чтобы больше было сотрудников, чтобы они сохраняли свои рабочие места и так далее. А не достигать той цели, которая должна достигать наказания, там, например, по уголовному делу. Основная цель – это чтобы перевоспитать, наверное, в большей степени человека. А не в этом получается цель. А цель в том, чтобы сохранить систему. А когда так или иначе происходит, если будет уменьшаться количество приговоров, где есть лишение свободы, будет меньше тогда колоний, исправительных учреждений и так далее. И освободится огромное количество сотрудников. А куда их потом девать, этих сотрудников? Помощь в исправлении людей, которых общество лишило свободы за нарушение законов, это первоочередная задача, если мы рассчитываем на то, что эти люди должны вернуться и жить с нами на одной улице. Удивительно, но вместо того, чтобы создать учреждения, которые бы прививали преступникам культуру законопослушных граждан, в тюрьмах удалось создать среду, которая настолько мощно укрепляет ценности преступного мира, что многие аспекты этой культуры просачиваются на свободу и становятся привычными понятиями. От блатного сленга и шансона до самостоятельных субкультур вроде АУЕ. Долго находясь в такой среде, даже с большим собственным желанием, сложно не поддаться ее влиянию.
Сегодня в воспитательной колонии отбывают наказание 280 человек. Это парни от 14 лет до 21 года. Среднестатистический осужденный этого пенитенциарного заведения – 17-летний продавец наркотиков или психотропов. Сидят по тюрьмам дети за травку в сигарете, чтобы просили смерти, но описано в декрете. Время навряд ли лечит, когда десятка плеч. И что с ними будет дальше, кто мне ответит? Исправительная колония, да? То есть это просто колония. Нифига они не исправительные, и это слово вообще неуместно. В Беларуси 40% преступлений совершается людьми, ранее отбывавшими наказание. То есть это колоссальный уровень рецидивов, и это говорит о том, что система исправления наказаний не работает эффективно. То есть фактически каждый второй освободившийся совершит преступление снова. Если говорить о тех, кто заходил по тяжелым статьям, об убийцах, о бандитах, о разбойниках, которые получали там тяжелые статьи, то система, в которую они попадают, она способствует еще большему ухудшению их климата внутреннего. То есть она говорит о том, что, ну, старик, ты на правильном пути. Вот ты херачил всех, вот и продолжай. Вот. Ничего тебе здесь не будет. Сиди спокойно, не ломай режим. Мы тебе дадим в отряд, подкинем парочку коммерсантов, можешь их немножечко там подшевелить, чтобы они там, им близкие отправляли посылки, деньги, а ты немножечко их попугай. Вот, и они будут с тобой делиться деньгами и колбасой. Эти вот легавые, да, они настолько уже вот вживаются вот в тюрьму, что они даже живут по понятиям. То есть тоже какие-то понятия. То есть, потому что были ситуации, вот там какой-то петух одного легавого обоссал, короче, и легавого отсадили, перестали с ним жрать вместе, перестали у него сигареты брать. Ну, понимаешь, вот насколько... Вот это все лицо наших, ментов, понимаешь? Вообще исправительное учреждение в моей системе координат должна, на самом деле, много чего делать для того, чтобы человек мог исправиться, и в том числе его как-то социализировать. Никого не интересует, почему человек стал на этот путь. Да? Если тебя не интересует, почему он стал на этот путь, соответственно, ты не знаешь, как его исправить. По сути, да, человек, который освобождается из колонии, особенно если мы говорим о каком-то продолжительном количестве времени, сталкивается с огромным спектром проблем, начиная там вопрос бедности, бездомности, отсутствия профессии, отсутствия актуальности профессии. Он пошел в центр занятости, где мне там написали, что, я объясняю, что я ж в тюрьме сидел, говорю, это никак не повлияет. Нет, никак не повлияет, мы вот вам здесь сейчас бумажечку дадим. Вот, я с этой бумажкой прихожу прям с направлением на какую-то работу, и мне там что-то они там, а вы что, все сидели? Я говорю, ну да, сидел. Не, вы там как бы типа особо там такие нам не нужны. Я говорю, так вот же вам написали, что вы типа, обязаны меня взять. У нас уже типа все там штат заполнен. Знаешь, как эти брони берет для себя. Вот, и большая проблема была, да, с трудоустройством, нереально. То есть. Очень сложный момент, когда человек заканчивает, у человека заканчивается срок, и он попадает после всего того, в чем он жил, а жил он совершенно на другой планете, в другой среде, то есть совершенно другие взаимоотношения, другое состояние. А он опять возвращается в ту среду, из которой его вырвали. Если, конечно, срок был небольшой, там 2-3 года, то, наверное, он еще не теряет. Статьи лайтовые, легкие, он может опять влиться в ту же среду, в которой он был, и не особо почувствовать вот этого отрыва. Тот человек, который после 5 лет, уже больше 5 лет сидит, это уже полностью ты потерял все понимания, время же идет. Я бы сказал, что, наверное, в принципе, на вот вхождение снова в общение ушло там месяца 3. Но полностью это уже не уйдет никогда. А вот возвращение в такое, ощущение, что на тебя это уже не давит, знаете, это так же, как после развода, у каждого как бы свое, но в целом вот года 1,5 нужно на то, чтобы перестать жить, перестать как бы помнить о том, что ты осужденный. Я вот сам после этой шестерки, когда я вышел, мне казалось, что я очень быстро вошел как бы вот в свою среду. А друзья мне говорили со стороны,
вот недавно совершенно, они сказали: Ген, вот мы только увидели тебя такого же, как и до срока, вот через 2 года после того, как ты вернулся. По глазам, по взгляду, по каким-то, по пластике, по мимике. То есть что-то такое остается. С моим сроком отсидки почти 5 лет – это уже перестройка психики. То есть если бы это было там, год, 1,5-2, наверное, не было бы такого эффекта. А когда я зашел в нормальный гипермаркет и увидел, что в мире, кроме яблок, апельсинов, есть еще арбузы, бананы, там, дыни, ягоды, салат. Не дадут соврать мне мои близкие, я стоял и плакал. Я просто реально стоял и плакал от того, что мир там совсем другой, чем мир здесь. Ну, я где-то слышал, был вот проведен такой эксперимент, да, но это было вот, ну, взяли наркоманов таких, ну, достаточно, которые там всю жизнь кололись, грубо говоря, и уже там ничего в жизни не видели. Дали им деньги, посадили их там на какой-то там пароход, там, кругосветку, понимаешь, вот. И им просто-напросто вот дали все, что вот имеет, то есть человек выше среднего уровня, то есть, ну, как бы, понимаешь. И вот, ну, показало это, что, ну, как бы они вот веселились, там, кутили, короче, там, какие-то там казиношки, там, эти все, но никто к наркотикам не возвращался. Вот, ну, понимаешь. И я бы вот, наверное, бы в белорусских бы тюрьмах бы, то есть, ну, в первую очередь дал людям именно вот то, чтобы причину, по которой они совершают какие-то преступления, понимаешь, это, ну, а это, как правило, низкий уровень жизни, понимаешь, вот повысить, дать им возможность, ну, жить нормально. Если бы даже те вещи, которые прописаны в законах, выполнялись, мне кажется, что мы бы не получили столько смертей, сколько получили за эти почти 4 года. Да, многие политзаключенных, у них было намного лучшее здоровье, у тех, кто вышел. Мы живем совершенно, ну, понимаете, можно было бы сказать по понятиям, если бы эти понятия соблюдались, потому что понятия тоже своего рода законы. Мы живем даже не по понятиям, мы живем по беспределу, и мы живем по беспределу здесь. Но просто в колонии и в СИЗО это особенно видно. Если говорить о том, что исправить вот прям одно и очень практическое, то я бы выбрала минимальное применение лишения свободы как наказание, то есть отмена за экономические преступления, только за самые жесткие насильственные преступления. Это что касается очень практических вещей, да? Но есть самое основное, это больше гуманности. Но это вопрос уже больше не к там, власти, да, мне кажется, это вопрос к каждому из нас. Мы все должны понимать, что не стоит ставить крест на человеке, который когда-то оступился. Мы все должны быть готовы помочь человеку исправиться, и мы должны быть готовы принять его назад в общество. Нават, калі пачнуцца змены, варта адзначыць, што сістэма не зменіцца на 1-2 нейкія там загады за дзень, за месяц, за год, што гэта таксама вельмі важна разумець. І гэта прызнаюць супрацоўнікі сістэмы, што яна будзе, ну, вельмі скаснелая структура, немажліва взяць іх разагнаць, выпусціць там, ведаеце, разбурыць муры турмы. Это толькі ў песнях так прыгожа. Таму я лічу, што толькі грамадзянскі кантроль, толькі дэмакратычныя інстытуты нам дапамогуць, і да гэта трэба ісці. І трэба это верить. Если вы живете в Беларуси и не сталкиваетесь с государством, вам повезло. Но визит в любой орган даст вам понимание того, как вас видит система. Лишение свободы – это апогей государственного сервиса. В нем максимально проявляются все его черты – жестокость, безразличие, усталость и нежелание видеть в нас людей. Позиция силы, с которой с вами взаимодействуют, принуждение к труду как главной цели существования гражданина. Мы сняли этот фильм, чтобы разобраться, как устроена пенитенциарная система в Беларуси. Мы публикуем его, чтобы как можно больше людей поняли, как работает государство и почему. Но главное, что мы хотели бы донести, как любой из нас может лишиться свободы, так и каждый из нас может приложить усилия для перемен в общественном сознании. Что не только 1500 политзаключенных в Беларуси – это жертвы системы.
но и большинство тех, кто принудительно производит мебель и шьет одежду за преступления, которые совершенно несопоставимы с условиями отбывания наказаний. И если у вас есть возможность помочь ресоциализации таким людям, помните, что каждый человек стоит усилий по его спасению от несправедливости.